Друзья, ну что, Новый год уже близко, и в этом видео мы будем рассматривать годовой гороскоп для восходящих скорпионов, потому что, конечно же, надо строить планы на ближайший год и знать, какие ситуации будет подкидывать из жизни каждому из нас для решения. А это канал Астрогайд, твой проводник в мир астрологии простым и современным языком. Я его ведущая Александра Ващилко. Поехали! Но прежде чем мы приступим непосредственно к трактовкам самого прогноза, я хочу пояснить, что прогноз будет делаться у нас по технике транзитов планет, так как планеты у нас все-таки на небе постоянно двигаются, и, соответственно, по их движению и перемещению мы можем делать определенные выводы. И транзит планет — это положение планет на небе в рассматриваемый нами промежуток времени. Но рассматривать мы будем 2024 год. И, соответственно, мы с вами посмотрим, какая планета где будет находиться именно в вашем гороскопе, и сделаем соответствующие выводы, и что, соответственно, это принесет в жизни каждого из вас. И также я напоминаю, что на этом канале я рассматриваю гороскопы в ведическом стиле, и в описании под этим видео размещена ссылка на сайт, где вы можете построить свой персональный гороскоп и узнать свой восходящий знак. А план видео у нас с вами следующий. И сначала мы с вами рассмотрим самые длительные транзиты. Это транзиты Сатурна, Юпитера, Раху и Кету. И я уже рассказывала на этом канале, что транзит Сатурна у нас по одному знаку зодиака длится 2,5 года. Юпитер в одном знаке зодиака пребывает у нас 1 год. Транзит Раху и Кету длится 1,5 года в одном знаке зодиака. И это самые значимые транзиты, которые оказывают очень серьезное воздействие на нашу с вами жизнь. Затем мы с вами также посмотрим, когда и какие планеты будут у нас ретроградными в 2024 году, а после обсудим коридоры затмений. Ну и как вишенка на торте, мы сделаем обзор быстрых планет и определим наиболее значимые и короткие промежуточки времени по теме здоровья, карьеры, личной жизни, финансов, когда стоит ждать рост, процветания, когда наоборот стоит быть более внимательными. И мы приступаем к разбору. Восходящие скорпионы. У нас появляется отображение вашего гороскопа с положением медленных планет и их аспекты. И сейчас мы по порядку, пошагово начнем их расшифровывать. И начнем, конечно, мы с анализа Сатурна, потому что на протяжении всего 2024 года Сатурн будет находиться в 4-м доме вашего гороскопа. Вообще, в 2023 году Сатурн уже находился у вас в 4-м доме гороскопа, поэтому у кого-то те события, которые я буду озвучивать, уже могли произойти, у кого они еще не произошли, их обещания исполнятся в 2024 году. И в первую очередь Сатурн нас отправляет в тему своей семьи, своего дома. И вполне вероятно, что могут возникать какие-то нелегкие вопросы, связанные именно с моральными и материальными обстоятельствами, которые коснутся именно вашей семьи, вашего дома, либо отношений внутри семьи. И могут подниматься вопросы, например, кто какие роли играет, кто какие обязанности по дому выполняет и так далее. И дома также может наблюдаться такая, ну скажем, немножко напряженная обстановка, когда вы будете ощущать дискомфорт, и, возможно, даже вам захочется сбежать, даже вообще не важно куда, то есть куда глаза глядят. Потому что Сатурн, он все-таки управитель 3-го дома в вашем гороскопе, и в какой-то степени он может приносить конкуренцию в ваши семейные отношения в том числе. И не обязательно должны происходить какие-то, например, яркие конфликты в семье, да, либо какие-то яркие разборки, просто вас, ваша жизнь начнет немножко тяготить. А еще 4-й дом — это про ощущение внутреннего счастья, про какие-то жизненные смыслы, и вы в какой-то степени даже можете потерять эти ориентиры, либо потерять уверенность в себе, какой-то свой внутренний стержень, и вам в какой-то момент захочется, на все махнуть рукой. То есть может присутствовать такое внутреннее беспокойство и ощущение того, что вы находитесь немножко не на своем месте. Но при этом, если у вас нет семьи, вы живете один, то такой транзит, наоборот, заставит вас, засесть в 4 стенах, не выходить из дома, потому что в своей норке комфортнее, да. Также 4-й дом — это у нас еще про здоровье матери, отношения с ней. И кто-то из вас вынужден будет, например, ухаживать за своей мамой, помогать ей по хозяйству, либо, например, решать иного рода вопросы касательно своей мамы.
И в этот период у вашей мамы в том числе может появиться какое-то, например, хроническое заболевание. И даже если вы живете в какой-то другой стране, например, казалось бы, да, по Сатурну в ваших отношениях уже есть дистанция, какая-то холодность, и не всегда у вас есть возможность нормально пообщаться, либо вы что-то скрываете от мамы, рассказываете меньше, да, либо меньше своего времени уделяете ей, но все равно возникнут какие-то вопросы, в которые вам надо будет погружаться с головой, разобраться, довести до конкретного результата и серии, поставить точку над и проработать вот эти свои отношения, в том числе с матерью. Может быть, кто-то из вас уже был в ссоре с мамой, например, и вот Сатурн, он как бы заставит вернуться и разобраться. И как я, конечно же, говорила, Сатурн — это еще про внутреннее счастье, и может наблюдаться такое стремление побыть в одиночестве, побыть одному, да, и человек в этот период времени стремится к какому-то умиротворению, желанию, например, покопаться в себе. И вообще, по сути, чем старше становится человек, тем больше ему хочется какого-то покоя и уединения. И вот к этому желанию уединиться в том числе могут приводить какие-то другие факторы и обстоятельства в вашей жизни. Например, когда вы на себя взвалили очень много обязанностей, которые в какой-то степени могут казаться невыносимыми, и от этого в том числе у вас появляются страдания, потому что Сатурн, он все-таки как управитель третьего дома, он не даст вам расслабиться, а наоборот, как бы он будет постоянно заводить, что надо находиться в каком-то движении, делать больше и больше, и если вот вы этого всего не сделаете, то вообще все пропало и так далее. И также четвертый дом у нас символизирует сферу недвижимости и место вашего жительства, поэтому кто-то из вас может сменить место своего проживания, да, то есть, например, там жил в одной арендной квартире, потом переехал в другую съемную квартиру. Либо кто-то из вас может, например, приобрести недвижимость и начать делать там ремонт, обустраивать свое пространство, решать разного рода хозяйственные там вопросы, проблемы, которые, возможно, по факту-то не сильно тоже хочется решать. Но мы с вами помним, что Сатурн — это все-таки планета терпения, дисциплины, порядка. И так или иначе, именно в своем доме, в сфере в месте своего проживания вам надо все расставить по полочкам, у каждой вещи должно быть свое место, все должно быть чисто, убрано, приведено в порядок. А если, например, вы приобретаете недвижимость, то процессы, они могут двигаться не так быстро, как вы рассчитываете. И тут опять же вам тоже важно запастись терпением и максимально качественно перепроверять каждый шаг и каждый элемент вот этой сделки. И нам на это также намекает то, что Сатурн, он аспектирует все-таки шестой дом, и даже в своих вот ежедневных бытовых рутинных делах вы должны проводить в том числе генеральную уборку для того, чтобы наиболее гармонично и без лишних стрессов проживать этот период. Ведь шестой дом — это у нас все-таки про долги, враги и болезни. И вам придется научиться отстаивать свои, например, там, личные границы, защищать себя, отстаивать свою правду, доводить начатое до конца. Например, когда вот вы столкнетесь там, с бюрократической системой, либо с организациями, которые вставляют вам палки в колеса при оформлении каких-то важных документов. И вот в какой-то степени вы вынуждены будете воевать с ними, бороться, чтобы достигнуть своей финальной цели. И аналогичная ситуация также может складываться и в рабочих процессах, когда будут возникать какие-то, казалось бы, очень сложные, неразрешимые ситуации. Но Сатурн у нас все-таки про терпение, тяжелый рутинный труд. И когда вы, не поднимая головы, окунаетесь вот вглубь какого-то вопроса и начинаете копать для того, чтобы разрешить этот вопрос, изучая абсолютно все до деталей, до мелочей. И тут опять же важно не торопиться, потому что девиз Сатурна все-таки 7 раз отмерь и 1 раз отрежь. И Сатурн, он очень любит трудолюбие, ответственность. И именно эти качества вам надо проявлять в своей работе, которая по факту может очень много свалиться на ваши плечи, на вашу голову. И важно вот запастись вот этим терпением и медленно, но верно идти к разрешению вопросов и к достижению своих целей, даже несмотря на то, что могут быть какие-то вот эмоциональные сбои.
И также Сатурн, он рекомендует обратить внимание в том числе и на свое здоровье, и кому-то из вас все-таки достаточно будет просто пройти какое-то плановое обследование для того, чтобы убедиться, что у вас организм функционирует как часы. Ну, а у кого-то из вас вполне могут появиться симптомы каких-то тяжело протекающих заболеваний, либо каких-то хронических заболеваний, которые придется решать уже с помощью медикаментозного лечения и врачебной помощи. И также Сатурн аспектирует 10-й дом гороскопа, значит, однозначно будут подниматься вопросы касательно вашей профессиональной реализации. И действительно, вот в своей работе вы можете, опять же, пребывать в режиме многозадачности, и вам будет казаться, что вообще вот эти дела никогда не закончатся, и столько всего надо решать, да, погружаться в разного рода вопросы, которые будут вас просто, ну, скажем так, раздражать в том числе. Хотя большое количество вот неразрешенных рабочих вопросов, оно в том числе может быть следствием того, что вы поменяете место своей работы, и уже, или, например, вы уже его поменяли, поэтому вот как результат вам надо вникать во все вопросы на новом месте работы для того, чтобы себя хорошо зарекомендовать. И вот этих обязанностей и задач может быть очень много, поэтому вы даже можете работать круглосуточно. И еще одна тема, которая идет, конечно же, по 10-му дому, это получение нового статуса. И статус этот может носить не только профессиональный характер, как говорилось ранее, да, что вы можете поменять место своей работы, получить новую должность, но также получение ВНЖ, гражданства, либо новый брачный статус, например, когда вы были холосты, а потом поженились. И вот в этих вопросах вам тоже надо однозначно запастись терпением, потому что все-таки Сатурн, он затягивает процессы, и не все будет получаться у вас вообще с первого раза по щучьему велению, и придется немножко повоевать, да, чтобы получить свое. И за свое, конечно же, трудолюбие, за свое терпение, за умение разбираться в этих деталях, качественно предоставлять информацию, по итогу этот новый вожделенный вами статус вы все-таки получите. И также Сатурн аспектирует 1-й дом гороскопа, и тем самым нам подтверждает, что важно обратить свое внимание на свое здоровье и пройти обследование. Также будут подниматься вопросы личного счастья и эмоционального самочувствия, но в какой-то степени вы будете сами себя загонять в жесткие ограничивающие рамки, и, возможно, вам придется выработать для себя какой-то вот распорядок дня, да, либо конкретный план действий, которого вы будете придерживаться для того, чтобы успешно справляться с той суетой и с той суматохой, которая вообще будет вас окружать. И в какой-то степени вам придется держать себя даже в ежовых рукавицах, то есть взять ответственность за свою жизнь в свои руки, понять, что все зависит только от вас и ваших действий. И по сути вот этот период позволит изменить вам свое мировоззрение, свои взгляды на жизнь, свой подход к решению тех либо иных задач. И будет вот стараться делать из вас такую зрелую и мудрую личность. Но давайте мы перейдем далее к обсуждению Раху и Кету, хотя мы с вами уже обсуждали, и на канале у нас есть видео про Раху и Кету, где я более детально рассказываю, что вам принесет это положение, этот транзит. Поэтому вы однозначно можете вернуться к этому видео и еще раз посмотреть, что конкретно вам обещает этот транзит. Ссылка на это видео будет в описании под этим видео. Но сейчас я вам все-таки вкратце напомню, и начинали мы разбор с обсуждения Кету в 11-м доме. И это та сфера, в которой вам надо навести порядок, прежде чем идти в развитие и реализацию своей кармической задачи по Раху в 5-м доме. Так вот, мы с вами говорили, что в первую очередь вам необходимо все-таки навести порядок в отношениях со своими друзьями, знакомыми, единомышленниками, потому что, возможно, кто-то из вас столкнется даже с такой ситуацией, что особенно вот с февраля по декабрь 2024 года кто-то из ваших друзей или ваших знакомых может вас как-то даже обмануть. И вот эта ложь выяснится, да, и перейдет в выяснение отношений по Сатурну, который обещал нам в том числе борьбу и конфликты, и вот как результат
кого-то вам придется вычеркнуть из своей жизни. Но не переживайте, на место старых всегда приходят новые. И для вас этот период, когда надо, ну, как бы подумать, кто из друзей и какую орбиту по отношению к вам вообще занимает. И кому вы можете доверять больше, да, а кого надо немножко, скажем так, перенести просто на уровень, там, хорошие знакомые, которых мы будем поздравлять только с праздниками и здороваться при встрече. Также вы можете меньше времени уделять своим братьям, сестрам, меньше начать с ними общаться, да, опять же, может вскрыться какая-то ложь, либо тайна, да, либо потому что кто-то из вас уйдет, например, в работу, поэтому ваше общение в том числе может прекратиться. И также по 11 дому у нас идут высокопоставленные люди, и это может быть как ваш начальник на работе, так и представитель власти, где вы оформляете, например, документы на получение какого-то статуса. И тут опять же, скорпионы, важно держать язык за зубами и заблаговременно думать, что вы будете говорить, потому что язык ваш, враг ваш, и может сыграть с вами злую шутку. Но, как вариант, возможно, кто-то поругается, например, со своим начальством или перестанет общаться со своим руководителем, потому что поменяет место работы, да, о котором мы с вами говорили. И 11 дом — это про смену источников дохода, и это могут быть как дополнительные доходы от вашей основной деятельности, например, премии, так и какие-то скрытые доходы, о которых вы никому не будете рассказывать. Ну, как вариант, возможно, от какой-то дополнительной деятельности. И в целом вам надо навести порядок как в своей работе, так и в своих финансах. То есть в работе важно использовать все-таки интеллектуальный, разумный, расчетливый подход и вникать и разбираться в тех деталях. То есть не должно быть такого, что вы пускаете свою работу на самотек из серии «как идет, так идет». И аналогично следует навести порядок в своих деньгах, да, то есть разобраться, спланировать, сколько из каких источников вы собираетесь получать вообще денег, сколько вам по факту там надо на какие-то планируемые покупки, на какие-то планируемые расходы. И вот особенно в 2024 году вам надо быть аккуратными, потому что все-таки есть риск нарваться на мошенников, либо, например, ваши друзья, которым вы можете дать в долг, либо давали в долг, могут не вернуть вам эти деньги, из-за чего в том числе будет конфликт и расторжение вот этих взаимоотношений. А транзит Раху по 5 дому обещает вам прохождение какого-то обучения в первую очередь, причем это может быть как обучение в рамках повышения квалификации, либо, например, обучение какой-то новой тематики, серии там хобби, которая вас давно манит и интересует. Но и не исключено, что вы можете проходить обучение, опять же, по темам психологии, философии, астрологии, либо каких-то иных духовных практик, и вот приобретать новый навык, который будет полезен вам в вашей жизни. И также 5 дом — это у нас про влюбленности, романы. И опять же, в ближайшие 1,5 года жизнь вам может подкидывать новые знакомства, в том числе с иностранцами. Но тут тоже очень важно не уходить с головой в отношения и как бы одевать на себя вот эти розовые очки, визуализируя то, чего на самом деле это в реальности не существует. То есть по факту не очаровывайтесь первым обратившим на вас внимание партнером, а старайтесь все-таки с более холодной головой смотреть на ситуацию, тем более, что все-таки транзит Юпитера, который мы с вами далее в этом видео будем обсуждать, обещает вам вступление в какие-то очень серьезные, такие полноценные семейные отношения. И в этот период вы можете больше посвящать своего времени, конечно же, своим хобби, своим увлечениям, посещению разного рода там концертов, выставок, либо иных мероприятий, например, там мастер-классов, которые вот будут помогать вам в том числе развивать ваши художественные, литературные таланты, либо развивать какие-то там дизайнерские способности и так далее. И, конечно же, 5 дом — это дом детей, поэтому если у вас уже есть дети, вы можете больше вовлекаться в их воспитание, да, больше проводить времени с ними, посещать больше каких-то там развлекательных мероприятий, либо помогать своим детям развивать какие-то таланты, водить их на кружки, либо отправлять на какие-то соревнования. Но если у вас своих детей, скажем так, нет, то однозначно в 2024 году у вас появится очень сильное желание их иметь, и кто-то из вас достаточно основательно подойдет к планированию своей беременности, да, либо
Либо, как вариант, у кого-то беременность может произойти случайно вследствие вот этого бурного романа, может быть, романа с иностранцем, да, а у кого-то может быть и такой результат, что партнер, который вот появится в жизни, уже будет с ребенком, и вам придется налаживать отношения с ним. И, конечно же, Раху у нас аспектирует 9-й дом гороскопа и указывает, что вы можете вовлекаться в какие-то вопросы со своим отцом, либо со своим начальником, руководителем на работе. И, возможно, вам придется налаживать новые отношения, как вариант, с новым начальником, да, вследствие того, что вы поменяете место своей работы. Также вы можете передавать свои знания, обучая новых сотрудников. Или, например, вот вы будете изучать какую-то новую тему, проходить обучение, и затем, опять же, вот эти знания вы будете транслировать и обсуждать с группой единомышленников, либо со своими друзьями. Ну и таким вот образом тоже передавать им свои знания и свои наблюдения. И, конечно же, Раху аспектирует 1-й дом гороскопа, а это значит, что на самом деле актуальными становятся вопросы имиджа, бренда, собственного позиционирования, да, и, возможно, кто-то из вас захочет поменять свой там стиль, обновить гардероб, сменить прическу, ну и вот в целом поработать над своим личным брендом и над тем, как вы его представляете в обществе, на работе и так далее. И, конечно, Раху нам еще раз подтверждает, что актуальной будет тема заболеваний, здоровья, потому что Раху, он все-таки иностранец. И, конечно же, он может дать в том числе какую-то инфекционную болезнь, которая в последующем по Сатурну в том числе может перерасти в какую-то хроническую. Поэтому обязательно держите руку на пульсе, своевременно проходите обследование. Так, а мы с вами идем далее, и сейчас мы с вами перейдем к обсуждению Юпитера, потому что до 1 мая 2024 года Юпитер будет находиться у вас в знаке Овна, а это 6-й дом вашего гороскопа. И мы с вами уже обсуждали, что вот по 6-му дому, предположительно, у вас будет очень много какого-то рутинного труда, когда вы работаете на самом-то деле не поднимая головы. И Юпитер все-таки, ну, как планета расширения, подтверждает, что вы можете брать на себя больше обязанностей, увеличить сами себе объем работы или даже совмещать несколько должностей, несколько работ, да, причем если вы все-таки планируете менять работу, то Юпитер обещает, что это будет работа с лучшими условиями труда или в какой-то степени это может быть как повышение по службе на существующей работе, повышение в должности, и опять же это может быть должность начальника, да, либо на вас возложат обязательства, когда вы как бы заменяете своего руководителя. И, конечно, за исполнение этих обязательств вам в том числе могут либо повысить оплату труда, либо порадовать вас какими-то дополнительными премиями и какими-то выплатами. Если вы работаете в сфере, связанные, там, например, с торговлей, в сфере обслуживания, сфера, связанная там, с бухгалтерией, финансами, с компьютерными технологиями, либо уходом за кем-то, например, там, сервисные работы, клининг, химчистка, либо другая помощь населению, то однозначно, вот особенно по этим сферам, вас ждет успех. И Юпитер, так же как управитель 5-го дома в 6-м, благоволит тому, чтобы вы занимались обучением параллельно со своей работой. И, возможно, для кого-то из вас это все-таки будут курсы повышения квалификации, и ваш руководитель, ваш работодатель, он может даже частично оплатить эти курсы. И также, как мы уже говорили с вами, вы можете столкнуться с бюрократической волокитой в оформлении документов, когда вам надо походить по разным инстанциям и в какой-то степени с ними немножко повоевать. То есть вот вся эта тенденция по Юпитеру, она будет длиться именно до 1 мая, потому что Юпитер у нас же все-таки планета закона, и, конечно же, он хочет, чтобы все было оформлено юридически правильно, по всем нормам, да, чтобы бумажка к бумажке была и так далее. Но не расстраивайтесь, потому что Юпитер, он все-таки аспектирует 10-й дом вашего гороскопа, и однозначно до 1 мая вопрос этот все-таки 100% будет решен, и жирная точка будет поставлена. То есть вопрос будет закрыт, и кто-то из вас получит свое долгожданное там гражданство, кто-то получит ВНЖ, кто-то оформит документы, например, на опекунство как вариант, да, а кто-то оформит документы там на недвижимость и так далее. И
Юпитер также управитель второго дома, и он отправляет нас в тему финансов и указывает, что кто-то даже из вас может взять кредит, либо влезть в какие-то долги, например, для совершения какой-то крупной покупки, либо взять рассрочку платежа. И также он указывает, что деньги в этот период не достаются вам легко, и они появляются именно через труд, через усилия, через какое-то сопротивление, борьбу, когда вы вынуждены очень много взвалить на свои плечи, и, возможно, вот за счет того, что вы больше обязанностей на себя берете, собственно, поэтому через труд, через вот эти усилия, через большой объем работы вы можете заработать больше. То есть деньги все-таки у вас будут, потому что Юпитер в том числе аспектирует второй дом гороскопа, и, конечно же, при таком положении очень важно обучиться финансовой грамотности, то есть вести вот этот бухгалтерский учет и планирование, тем более, что пакету мы с вами это уже ранее обсуждали, да, и в своих финансах вам 100% надо навести полный порядок. И если вы хотите иметь больше денег, то не стесняйтесь просить повышения заработной платы или повышать цены на свои услуги. Иначе ваша скромность вас погубит. Да, чтобы избавиться от этой скромности, вот посидите и подумайте, какую ценность и какую пользу вы приносите другим людям, обществу в целом, да, и постарайтесь оценить себя по достоинству. И, конечно же, Юпитер, как управитель пятого дома в шестом, с одной стороны, он может указывать, что за результаты своего труда, за результаты своего авторства, за результаты своего творчества вам в том числе придется повоевать, и вы можете быть подвергнуты даже какой-то там критике, либо может поступить там жалоба в ваш адрес и так далее. Либо вы будете постоянно стремиться все совершенствовать, делать до мелочей, закапываясь в этих мелочах, что также дополняет нам обещание Сатурна, который будет давать вам определенную долю усталости. И, конечно же, пятый дом — это дом детей, и, как говорилось ранее, возможно, кто-то из вас будет планировать свою беременность, и вот появится прям дикое желание завести ребенка. Но, к сожалению, без врачебной помощи тут не обойтись. И у вас, как вариант, в том числе могут проявляться какие-то проблемы с вынашиванием, да, либо проявляться какие-то проблемы с репродуктивной функцией, но все это будет именно в результате того стресса, в который вы сами себя вгоняете. И также кто-то из вас может завести себе домашнего питомца, причем это животное может быть такой престижной породы, с хорошей родословной, и впоследствии ваш питомец может приносить даже вам доход от своего потомства. И, конечно же, шестой дом — это у нас про болезни, поэтому до 1 мая 2024 года обязательно проведите полное обследование организма и поставьте уже жирную точку в этом вопросе, потому что на самом деле достаточно очень много указаний в вашем гороскопе на то, чтобы вы обратили внимание на свое здоровье. И тем более, что из шестого дома Юпитер, он все-таки дает аспект на 12-й дом гороскопа, и для кого-то из вас 12-й дом проиграется как хождение по медицинским учреждениям, проведение обследования, но кому-то из вас все-таки такой Юпитер даже может дать поездку за границу в другие страны, где вы сможете отдохнуть от повседневной суеты и уйти немножко в себя, возможно, даже взглянуть на этот мир другими глазами, да, поймать какие-то инсайты, которые сможете в том числе применить в своей жизни. Ну и на какие-то ситуации вы в том числе можете посмотреть с другой стороны, применяя зарубежный опыт. А вот потом уже 1 мая 2024 года Юпитер перейдет в ваш седьмой дом гороскопа, и ситуация уже поменяется. А седьмой гороскоп — это про новые связи, новые контакты, и контакты эти могут носить как профессиональный характер, так и личный. И вот мы с вами уже говорили, да, что вам надо навести порядок вообще в своем окружении, и, возможно, кто-то из вашей жизни уйдет, но на его место, собственно, по Юпитеру обязательно придут новые связи, новые контакты, и в том числе это могут быть даже высокопоставленные люди, либо очень влиятельный человек, потому что Юпитер, он же в том числе аспектирует 11-й дом гороскопа. И также такой аспект Юпитера указывает, что это может быть какая-то новая команда или новая группа единомышленников, как вариант вследствие того, что вы будете проходить обучение в том числе, и там познакомитесь с новыми людьми. А вот если, например, вы проявляетесь как эксперт,
или ведете консультационную практику, то для вас однозначно открывается зеленый коридор, чтобы ваших клиентов стало, ну, как бы гораздо больше, причем это будут такие благодарные, хорошо образованные и платежеспособные клиенты. И также в целом такое положение благоволит тому, чтобы вы развивались как эксперт, да, то есть шли в какой-то масштаб, демонстрировали свои профессиональные навыки, развивали вот личный бренд, занимались своим позиционированием, потому что все-таки Юпитер у нас аспектирует первый дом гороскопа, и он указывает, что вот не надо скрывать свои таланты, не надо прятать свои знания и свою экспертность в дальний шкаф, а наоборот, ну как бы иди, покажи, продемонстрируй, и возможно у кого-то из вас появится много почитателей, последователей, которым интересен ваш опыт, ваши знания, ваши мысли и рассуждения, и возможно это будут люди, которые захотят с вами в том числе и посотрудничать. И у вас есть хорошие шансы, чтобы внести свой уникальный стиль и свой опыт в какие-то социальные группы, в которых вот вы будете находиться. То есть вот при таком транзите благоприятно передавать свои знания другим людям. И возможно кто-то из вас будет передавать знания новым сотрудникам, да, как мы с вами уже обсуждали ранее, что вы получите новую должность, и в какой-то степени это будет ваша обязанность, когда вы будете создавать свою команду. А кто-то из вас будет развивать, например, свой личный экспертный бренд и таким образом будет делиться своей экспертностью, как бы с другими людьми. Юпитер у нас также управляет 5-м домом, и это еще одно указание, что вы можете демонстрировать свой талант, свое авторство именно на широкую публику, либо управлять каким-то сообществом, например, либо заниматься связями с общественностью. Но также это указывает на то, что ваши романтические увлечения, которые, как мы помним, были по раху в 5-м доме, могут перерасти во что-то более серьезное, более долгосрочное. И вот кто-то из вас может даже официально оформить брак. И как вариант, партнер, который появится в вашей жизни, он может быть с ребенком, и в том числе, если у вас есть дети, то они, конечно же, будут вас радовать, могут получать какие-то награды или привести даже вас к определенной известности. Но и Юпитер, также как управитель 2-го дома, он может указывать на то, что свой ресурс, как материальный, так и нематериальный, вы отдаете своему партнеру, либо своим клиентам. Но нематериальный ресурс — это у нас время, сила и энергия. И если вы, например, занимаетесь бизнесом, либо ведете какую-то консультационную деятельность, либо обучающую деятельность, то, конечно же, своими ресурсами вы вынуждены будете делиться со своими учениками, со своей аудиторией, со своими последователями. Но если это касается, например, личной жизни, то ваш партнер может начать требовать много внимания, либо вот вы с головой по раху тоже имеете склонность такую раствориться в отношениях, и вот все пространство и все мысли могут быть заняты именно вашим избранником. Но 2-й дом — это в том числе про финансы, которые вы можете отдавать своему партнеру. И с одной стороны, хорошо, если вы вкладываетесь, например, в какую-то совместную деятельность, для развития бизнеса, либо для развития какого-то своего творческого проекта. А с другой стороны, когда вы просто даете деньги в долг, потому что, например, вы влюбились и не можете поэтому отказать своему партнеру, и вот тут вот будьте аккуратны и будьте готовы к тому, что этот долг вам могут не вернуть, и вас опять же могут как-то обмануть, как мы это обсуждали, да, когда разбирали с вами положение Кету в вашем гороскопе. И также добавлю, что Юпитер у нас аспектирует 3-й дом гороскопа, а значит в этот период времени вы можете все-таки больше проявляться в социальных сетях, либо на каких-то иных медиаплощадках. И это однозначно хорошо именно для тех, кто будет проявляться вот именно как эксперт. Также вы можете посещать и организовывать какие-то мастер-классы, семинары, либо какие-то нетворкинги, клубы по интересам, например, со своими единомышленниками. И эта деятельность однозначно пойдет на пользу, в том числе для развития вашего личного бренда и для работы над своим имиджем, над своей презентацией на публике. И в том числе это также будет одна из главных задач на 2024 год, потому что, на самом деле, как вы видите, на 1-й дом гороскопа идет 3 аспекта, и в это время вы будете уделять больше внимания, в том числе своему хобби, своим увлечениям, возможно, проходить какие-то вот образовательные курсы, в том числе посещать разного рода мероприятия для того, чтобы изучить определенную тему получше. И также
Юпитер указывает, что в жизни ваших братьев-сестер в том числе могут происходить какие-то важные события. Например, у кого-то родится ребенок, кто-то из ваших братьев-сестер, например, выйдет замуж, да, кто-то получит новую классную должность, работу, ну а кто-то окончит университет. И для Скорпиона в целом получается вот такая картина по анализу именно медленных планет. Но давайте мы с вами перейдем к рассмотрению ретроградности, потому что есть у нас в астрологии такое понятие, как ретроградность планет, да, когда могут происходить какие-то задержки, все идет не по плану, вас как будто возвращают назад в исходную точку. И говорят, что либо доделай, либо переделай, сделай по-новому, там, либо вообще подумай, надо тебе это или не надо, зачем ты это делал. И вот, например, вы видите на слайде, когда у нас Меркурий будет ретроградным. Я думаю, вы уже все наслышаны про ретроградный Меркурий, потому что обычно все свои косяки, которые совершают именно люди, они почему-то списывают именно на ретроградный Меркурий. Но, конечно, в ретроградный Меркурий все-таки рекомендуется перепроверять все свои договоренности, да, то есть уточнять у людей, правильно ли вы друг друга услышали, правильно ли вы друг друга поняли, перепроверять все документы, которые вы оформляете, которые вы подписываете. И по сути надо перепроверять, конечно же, все по 10 раз. Начинать какие-то новые проекты в ретроградный Меркурий однозначно не рекомендуется, а вот подчищать старые косяки, подтягивать хвосты однозначно стоит. Или, например, если вы планируете устроиться на работу в период ретроградного Меркурия, то подписывать документы о трудоустройстве лучше в другие даты, иначе такое ваше сотрудничество, оно будет очень краткосрочным, ну и вы как бы откатитесь назад. И, например, если вы в этот период времени планируете пройти какое-то обучение, то тоже ваш запал может так же быстро угаснуть, как, собственно, он и появился. Идем далее, и также Марс у нас будет ретроградным с декабря 2024 года. И вот этот кусочек декабря, он мало того, что будет ретроградным, так он еще будет находиться в знаке своего падения с 20 октября 2024 года по январь 2025. Знак падения — это самое худшее местоположение для Марса, и у вас это 9-й дом гороскопа. А это прямое указание на то, что в этот период времени возможны какие-то неприятности за границей в первую очередь, либо вам может грозить какая-то опасность там, в этих поездках, если вы их планируете. Да? То есть у кого-то там сломается машина, кто-то может попасть в аварию, либо это будут иного рода там, скандалы, неприятности и травмы и так далее. И даже если вы не планируете поездку, например, там за границу, либо в другой город, то все равно могут возникнуть проблемы с властью, либо с представителями государственных служб, инспекций, органов и так далее. Да, у кого-то из вас, в том числе в этот период, могут возникнуть проблемы в отношениях с преподавателями, учителями, либо со сдачей экзаменов. И в этот период вы будете, ну, скажем так, достаточно яро, громогласно отстаивать свои взгляды, свою позицию, свою идеологию. И в какой-то степени вы даже будете проявлять нетерпимость к чужим взглядам. И в какой-то степени вы можете вести себя даже немного агрессивно. Но надо отметить, что ваши враги в этот период времени тоже не дремлют. И они будут в том числе стараться опорочить ваше доброе имя, да, и каким-то образом подорвать ваш авторитет. Также этот период может быть очень опасным для жизнедеятельности и здоровья вашего отца, поэтому обязательно предупредите его, чтобы он тоже был осторожен, в том числе на дороге, и в целом бережно относился к своему здоровью. И также вы видите даты ретроградности Сатурна и Юпитера. Это у нас две большие планеты, которые с большего будут возвращать вас именно в нерешенные тематики по своим темам, да, которые мы с вами уже обсуждали в этом видео. Либо они вам будут давать какие-то задержки по реализации задуманного. То есть будет создаваться как бы такой эффект, что вы как бы делаете шаг вперед, но при этом вы либо стоите на месте, либо откатываетесь на 2 шага назад. И все процессы происходят ну так медленно, да, что вы как будто движетесь со скоростью этой черепахи. И вообще не все задуманное будет получаться исполнить с первого раза. И вот, например, по Сатурну
будут задержки у вас в рабочих вопросах, да, когда вам надо погружаться в какие-то процессы, возможно, что-то придется переделывать, либо вот более качественно вникать в суть, в детали работы, либо если вы, например, запускаете какой-то новый проект, либо какое-то новое направление в своей деятельности, тогда вам однозначно придется очень качественно выстраивать вот именно вот этот базисный фундамент, и все процессы будут в какой-то степени протекать, ну, прям очень медленно, сроки могут нарушаться, но это опять же потому, что Сатурн, он хочет подготовить качественную почву, за которую вам потом просто не будет стыдно. И также вы можете вернуться в решение вопросов касательно там сферы недвижимости, либо ремонта, обустройства дома. Например, если вы оформляете какие-то документы, то возможно, что придется их переделывать, либо донести какие-то бумаги. Также Сатурн может вернуть нерешенные вопросы в отношениях с вашей мамой, да, либо вопросы касательно ее здоровья, либо в целом вам придется наводить порядок и устанавливать правила в своей семье и в отношениях со своими сожителями. И аналогичная ситуация у нас будет по Юпитеру. Например, он может возвращать вас в какие-то нерешенные вопросы по теме партнерства. Ну, это в первую очередь. Но по природе своей Юпитер все-таки планета добрая, поэтому он не будет создавать вам, ну, такие прям какие-то яркие проблемы, а наоборот, он постарается вам, ну, как бы дать второй шанс и обстоятельства, когда вот вы первый шанс, скажем так, упустили. То есть, грубо говоря, весной, летом у вас там вас судьба может свести с каким-то человеком, и это касается как личной жизни, так и профессиональной, но к этому знакомству вы, ну, скажем так, отнесетесь достаточно легкомысленно и не будете рассматривать его всерьез, либо, скажем так, по непонятным причинам вы побоитесь или постесняетесь вступать в отношения с этим человеком, да, либо кто-то из вас может просто не обращать внимания, как бы отмахнуться рукой. Так вот, ретроградный Юпитер вас как раз-таки еще раз вернет к общению с этим человеком, да, как бы подарив вам второй шанс, грубо говоря, и в какой-то степени даже ткнет носом, что ну вот, либо ты вступай давай в отношения, потому что этот человек тебе как бы по жизни предназначен, либо вот вступай в это бизнес-партнерство, да, потому что вам надо сделать коллаборацию, как бы и вместе вы там создадите вау-проект, да, и вам надо работать вместе. Но опять же, у каждого из скорпионов это будет своя ситуация. А мы давайте с вами пойдем дальше, и мы переходим к теме затмений, потому что я думаю, что на просторах интернета в целом вы уже слышали, как астрологи постоянно страшат этими коридорами затмений, поэтому давайте разбираться. В 2024 году у нас будет два коридора затмений, одно весеннее, второе осеннее, и коридор затмений у нас всегда длится ровно 2 недели. Коридор затмений, он всегда происходит по оси Раху-Кету, то есть по вашим кармическим точкам, которые мы уже обсуждали в этом видео. И это своего рода проверка и экзамен, то есть в том ли направлении вы двигаетесь, там ли вы навели порядок, насколько качественно вы получаете тот опыт, о котором вот мы с вами уже говорили. И в какой-то степени вот этими обстоятельствами, которые происходят в коридор затмений, вам жизнь показывает то направление и тот вектор, куда вам надо обратить свое внимание, где надо поработать, куда надо двигаться, да, где надо сделать определенные выводы и так далее. И да, в этот период или чуть-чуть позже однозначно могут происходить какие-то, ну, совсем нежданно-негаданные события, которые будут вызывать у вас даже какой-то стресс, либо яркие переживания. Но, опять же, все это явление временное, это всего лишь уроки жизни. И тут, опять же, есть очень важный нюанс. То есть, по моей статистике, все-таки вот часть людей очень чувствительна к весенним затмениям, а осенние вообще они не чувствуют, и жизнь как идет, так и идет, ничего не происходит. А вот другая часть людей, наоборот, весенним затмениям нормально, в их жизни ничего не происходит, ничего не ощущает, но вот осенние затмения дают о себе знать, и происходит что-то, ну, прям такое очень яркое, важное, значимое. Но, опять же, у кого-то это позитивные изменения, у кого-то кризисные. И вот вы сейчас для себя попробуйте вспомнить предыдущие годы своей жизни, когда все-таки затмения именно на вас оказывали больший эффект. Летом, весной, либо осенью, зимой. А мы вернемся к затмениям нашего 2024 года. И весной
коридор затмений открывает лунное затмение 25 марта в знаке Девы, а закрывает коридор затмений солнечное затмение 8 апреля в знаке Рыб. И, как правило, все-таки лунное затмение, оно больше влияет на девушек, солнечное затмение больше влияет на мужчин, но, тем не менее, в пределах этих дат, то есть 3 дня до коридор затмений плюс 3 дня после, старайтесь держать себя в руках, не поддаваться на провокации от других людей, либо от жизненных обстоятельств. И тем не менее, у вас это лунное затмение будет в 11 доме вашего гороскопа, а это сфера, в которой вам надо было наводить порядок к пакету, как мы говорили ранее, и кого-то из вас все-таки ждут перемены и какие-то вот события именно по сфере дружеского общения. Например, кто-то из ваших друзей поменяет ваше мнение о себе, либо ваше, например, руководство шокирует вас какими-то новостями. У кого-то, например, неожиданно появится желание пересмотреть свои финансы, свою финансовую стратегию, да, то есть распоряжение своим бюджетом. И вот это самое время для того, чтобы пересмотреть в том числе все свои траты и возможности для дальнейшего заработка. То есть, финансовая стратегия на долгосрочную перспективу. А вот Солнце, которое будет заканчивать этот коридор затмений, должно вас привести к тому, что вы все-таки сядете, подумаете и составите конкретный план действий. Вот по поводу того, как вы вообще планируете дальше реализовываться, какие обучения вам надо проходить, какие навыки вам надо приобретать, какие у вас вообще есть планы, желания, как, когда и с какими тратами вы будете реализовывать все свои задумки. То есть распланировать посещение там, мастер-классов, поездок, увеселительных мероприятий и все в таком духе. Да, кто-то из вас может подумать на тему родительства и воспитания детей, и вот тоже какого плана надо придерживаться в развитии своего ребенка. Или кто-то из вас будет заниматься планированием беременности. И вообще все, что вы планируете, надо будет реализовывать на протяжении ближайших именно полугода, потому что результаты одного коридора затмений, они действуют до начала следующего коридора затмений, то есть именно полгода. И вот как раз-таки в это время надо принимать активные действия по реализации своих планов. А вот осенний коридор затмений у нас открывает лунное затмение 18 сентября, но уже в знаке Рыб, а закрывает его солнечное затмение 2 октября, но уже в знаке Девы. И по лунному затмению, которое будет именно в 5 доме вашего гороскопа, можно сказать, что этот период, он принесет вам какой-то повышенный эмоциональный стресс. Да, то есть, эмоциональный сбой может произойти, хотя по факту вот все вокруг может быть хорошо, но внутри вас будет присутствовать какое-то беспокойство, будет колбасить, и однозначно будут подниматься темы касательно ваших детей, если они у вас, конечно же, есть, и ваши дети могут оказаться в какой-то неприятной ситуации, и вы будете переживать, либо у кого-то возникнут вопросы по протеканию беременности. И вот этот период тоже будут подниматься вопросы касательно вашего родительства. Да, у кого-то, как вариант, могут появиться проблемы в процессе обучения, которые в последующем приведут к выяснению отношений со своими учителями по Марсу, да, то есть как мы с вами немножко ранее это обсудили. Или у кого-то, например, из вас произойдет какая-то неприятная ситуация в том проекте, который вы развиваете, да, и опять же по Марсу могут произойти какие-то выяснения отношений с начальством, либо проблемы на законодательном уровне. А кому-то достаточно из вас просто будет подумать над тем, вообще в какой точке он сейчас находится, к чему привела его стратегия развития за предыдущие полгода, там ли он находится, чего он хочет вообще на самом деле и что надо делать дальше. И вот, собственно, солнечное затмение, которое будет закрывать этот осенний коридор затмений, акцентирует свое внимание на том, что вы должны определить для себя, с кем из друзей вам дальше вообще шагать по своему жизненному пути, да, кто должен входить вообще в ваш круг общения, с кем вы готовы далее развиваться, с кем вам, возможно, надо познакомиться, да, чтобы реализовать свои задумки. И однозначно у вас могут появиться новые цели, новые мечты, желания, амбиции, которых надо достигать. И этот коридор затмений заложит возможность для вас в том направлении, чтобы увеличить свои финансовые приходы, да, либо получать какие-то иного рода премии, подарки от судьбы, награды именно по той сфере, в которой вы работаете.
Но давайте мы все-таки с вами перейдем к разбору каждой сферы. И вот сейчас вы на слайде видите даты, когда стоит ожидать то либо иное событие. Но опять же, я напоминаю, что это всего лишь общая тенденция, и, возможно, кого-то из вас ваш личный гороскоп защитит, да, а кому-то из вас, наоборот, подтвердит, что вот этих событиях, о которых я буду говорить, от этих периодов как бы не избежать, не избавиться. И таких слайдов у нас с вами будет 4 штуки, потому что это наиболее запрашиваемые темы на консультациях, поэтому либо ставьте видео на паузу, чтобы выписать даты, либо делайте принтскрин, чтобы синхронизировать эту информацию. И начнем мы с вами с темы здоровья. Первый пункт — это обследование, чекап организма. Тут у вас на самом деле всего лишь 2 периода, но это абсолютно не значит, что вот прям каждый день вы будете мотаться по врачам. Да, сначала один раз можно сходить, сдать анализы, потом перепроверить, либо провести какое-то дополнительное обследование. Ну, хотя мы в целом обсуждали, что в идеале вам до 1 мая 2024 года надо это обследование пройти. Еще как вариант, опять же, эти периоды могут символизировать какое-то социальное отстранение, то есть вы будете, ну, как бы не столь активны в своей повседневной жизни, а как будто перейдете немножко на сберегающий режим, да, и вот опять же, этот период как раз хорош, чтобы подумать над своей значимостью, над своей жизнью и так далее. Тем более, что для вас эти периоды, они все-таки находятся в пределах осеннего коридора затмений, который будет осенью 2024 года, и по сути они могут стать следствием результатов вот этого коридора затмений. Далее лечение, и это периоды, когда есть большая вероятность для заболевания, и не исключено даже какое-то медикаментозное лечение. И последние даты в плане здоровья — это когда могут происходить какие-то стрессовые, либо непредвиденные ситуации, которых вы абсолютно не ожидали, да, и, например, либо вы получаете там сильный стресс и нервное напряжение, либо вы в этот период можете как-то ушибиться, пораниться, травмироваться, либо могут происходить иного рода события жизни, какие-то неожиданные, например, проверки, либо уведомления, которые в том числе будут вызывать сильный стресс. Поэтому постарайтесь быть максимально осторожными и держите в эти периоды руку на пульсе. Далее у нас с вами личная жизнь, и тут вы видите 3 категории. Опять же, первая категория — это дата, когда может произойти неожиданное расставание с партнером. То есть, ну, например, когда он резко там собрал чемодан, куда-то уехал. Возможно, кто-то уедет в командировку, кто-то поедет решать вопросы с семьей, например, да, ну, кто-то поедет в отпуск, но кто-то примет решение в этот период расстаться. У кого-то это может проиграться как неприятная ситуация, либо какие-то вот кризисные моменты в жизни партнера, ну, когда он, например, заболеет, либо окажется в какой-то там сложной безвыходной ситуации, которая приведет его к стрессу, и как результат вот его стресс скажется на проблемах в ваших взаимоотношениях. Опять же, следующий период — это период процветания, то есть это такой благоприятный период, период романтики, наслаждения, когда вы ходите на свидание, получаете удовольствие от общения со своим партнером, либо в этот период вы можете с кем-то познакомиться, да, с каким-то новым человеком, либо заключить благоприятное партнерство, либо сотрудничество как вариант. Также в эти периоды может происходить рост и процветание вашего партнера. Например, ему будет сопутствовать удача там, в каких-то рабочих вопросах, либо там премии получит. Разные ситуации могут быть. И следующий пункт — это конфликты. Это период, когда обстоятельства вас будут склонять к выяснению отношений в паре. Да, и могут быть какие-то споры, конфликты, возможно, из-за разных взглядов на решение той либо иной ситуации. Либо у кого-то это проиграется как болезнь партнера, да, у кого-то это проиграется как измена. То есть, ну, также у каждого из скорпионов это будет однозначно свой вариант развития событий, но тут важно именно вам контролировать свои эмоции. Потому что этот период конфликтов, он будет склонять именно вас на выяснение отношений, на проявление эмоций, на вот эту ругань, да, и опять же у кого-то из вас это может касаться не только личной жизни, но также и бизнес-партнерства. Так что будьте аккуратны. Далее, карьера, статус, и тут подразумевается как профессиональный статус, так и социальный статус. Поэтому кто-то из вас может получить новую должность, а кто-то в эти периоды оформлять документы, гражданство, ВНЖ получать, либо получать новый другой социальный статус из серии там
пожениться, развестись и так далее. И вот, собственно, на слайде вы тоже видите периоды процветания, когда можно просить повышения в должности, просить повышения зарплаты. Это периоды, когда лучше, опять же, заявить о себе в профессиональном плане, например, либо оформлять документы на изменение своего социального статуса. Также у нас есть периоды, которые подразумевают рост через трудности, и это периоды, когда могут происходить какие-то незначительные препятствия, ну, там, из серии донести какую-то бумажку, донести какие-то документы, либо с кем-то посоревноваться, постражаться, доказать свою правду, опять же, поконфликтовать и так далее. Но это незначительные препятствия, с которыми вы однозначно справитесь и по итогу получите тот результат, на который вы рассчитываете. А вот периоды неудач — это вот по сути периоды, когда все ваши затеи, задумки, какие-то идеи, они просто с треском могут провалиться. Поэтому в эти периоды, пожалуйста, не планируйте каких-то важных событий, важных мероприятий. И в этот промежуток времени надо быть однозначно более осторожным на своей работе, если вы ей, конечно же, дорожите. И надо быть, деликатнее в общении со своими коллегами, сотрудниками, потому что однозначно могут быть конфликты, и также могут в этот период появляться какие-то непредвиденные ситуации, которых вы абсолютно не ожидали, поэтому вам, скажем так, экстренно придется брать ситуацию в свои руки для решения этих вопросов, но далеко не факт, что вы с этим удачно справитесь, поэтому обязательно учитывайте эти даты в построении своих планов. А мы с вами идем дальше, и у нас есть еще один важный слайд, это, конечно же, финансы. И так уж устроено в нашем гороскопе, что деньги, они не зависят от занимаемой должности, поэтому, пожалуйста, также ознакомьтесь с датами, когда стоит ожидать роста и процветания финансовых поступлений, потому что это такие вот периоды, когда вам, например, либо выпишут премию, либо кому-то из вас поднимут, например, в этот период зарплату, либо это могут быть, скажем так, иного рода поступления финансовые, когда вы что-то продали, например, либо дополнительно оказали какие-то услуги. А вот раздел потери и траты — это периоды, когда вы можете либо совершать какие-то крупные покупки, либо, например, это периоды, когда вы можете потерять деньги, будут какие-то вынужденные траты, например, там, на ремонт чего-то, либо на решение каких-то бытовых вопросов, либо там, на лечение и так далее. И вот если вы в эти периоды добровольно планируете тратить деньги, вкладывать их куда-то, инвестировать, то это, конечно же, хорошо. Но если не планируете, то смотрите аккуратно, потому что однозначно есть риск потерять свои деньги. Поэтому, друзья, наверное, в общих чертах это все, чем я хотела с вами поделиться. Пожалуйста, помните, что это общий прогноз для восходящих скорпионов, и если вы хотите получить свой более персонализированный прогноз, то все-таки я рекомендую вам обратиться на консультацию к профессиональному астрологу. Обязательно делитесь этим видео со своими друзьями, подписывайтесь на канал. А с вами была Саша Ващилко, и до новых встреч!